Всем привет, с вами Евгеньевич, на канале Red Army Airsoft, и это новости страйкбола. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Согласен, выпусков новостей не было давно, и на то есть объективные причины, остатки которых вы наверняка слышите в моем голосе. В этом выпуске мы вспомним все самые громкие новинки за последнее время, а также экспрессом пробежимся по анонсам. Поехали! Так как в этом году я решил играть в роли легкого пулеметчика и даже уже успел успешно попробовать себя в этой роли, выпуск начну с пулеметных новостей. Umarex анонсировали первую серийную АЕК-версию пулемета ХК-МГ3. Как вы понимаете, раз в деле Umarex, то новинка полностью лицензионная и может похвастаться маркировками. Вес пулемета 4 кг 200 грамм, что делает его более чем играбельным в страйкбольных реалиях. Из каких конкретно материалов он сделан, я разобрать не смог, но судя по небольшому весу, там используется и пластик, и алюминий. Еще одна особенность этого пулемета – это двойной отсек под шары. Под крышкой ствольной коробки есть отсек, вмещающий 950 шаров. Если прицепить короб, вы получаете еще 4000 шаров. Итого общий объем 5000 шаров. Как и у настоящего пулемета, ствол съемный. Приклад и рукоятка переноски складные. Информации, какой там гирбокс и какая там камера хоп-апа, я пока найти не смог. Ценник и дату начала продаж тоже не называют. Мастерская Hussim Crew начали продажи первых фрезерованных стенок гирбокса для М60. Смысл фрезерованных стенок в этом пулемете сводится к двум моментам. Это повышение надежности, так как у базовых стенок от М60 есть случаи отрыва передней части при высоком тюне, и снижение веса. Новинка от Hussim Crew весит вместе с направляющей пружины всего 330 грамм. Ценник новинки 8000 рублей. Мастерская Bull Gear Custom работает над целой серией новых вставок в короба для пулеметов. Планируются комплекты для переделки Крайтак LMG короба, GNG LMG короба, LCT RPD, Classic Army LMG и Ares LMG. Большинство проектов, кстати, уже находится на финальной стадии. Еще одна пулеметная новость и опять от российского производителя. Мастерская Whitebox Customs работает над фронтсетом страйкбольного М249. Основные крепежные элементы выполнены из стали. Ствол для баланса изготовлен из алюминия D16T. Точная дата продаж и ценник пока неизвестны. GNG объявили о начале приема работ на ежегодный международный фотоконкурс Show Yourself и видеоконкурс Your Greatest Glory. Если вы вдруг слышите об этих конкурсах в первый раз, то поясню. На фотоконкурс принимаются фотоработы с участием продукции GNG, а на видеоконкурс видеоролики и короткометражные фильмы тоже с участием символики и продукции GNG. Россия, кстати, в этом конкурсе совсем не новичок, потому как в 2014, 2016 и 2018 году именно российские участники видеоконкурса заняли первые места. Призовой фонд конкурса весьма внушительный. Помимо приводов, общий денежный призовой фонд составляет 30 тысяч долларов. Все подробности я оставил по ссылке в описании. Следующий блок новостей будет про трассерные насадки, хотя бы потому, что трассера становятся обязательным элементом ночью на всех страйкбольных играх, даже на крупных и массовых. Про спецсофт я вообще молчу, потому как трассера на турнирах обязательны по умолчанию. Ace-Tech выпустили новую трассерную насадку Blaster. Как вы уже догадались, по сути это версия всем известного Lighter, но с функцией имитации вспышки выстрела. И это тот случай, когда Ace-Tech выпускает продукт позднее, чем китайские ноунейм производители. Однако качество насадок у Ace-Tech заметно выше, поэтому новинка все равно актуальна. Насадка может работать в трех режимах. Только трассерная подсветка, вспышка, имитирующая пламя во время выстрела, и сразу и то, и другое. Заявленный ценник $72. Еще Ace-Tech выпустили футуристичную версию своей насадки Brighter C. Называется Brighter CS. Отличие только в дизайне. Brighter C в классическом корпусе прямо сейчас есть в наличии в магазине Airsoft Store по цене 4500 рублей за штуку. Помимо яркой засветки шаров и веса в 32 грамма, фишкой этой насадки является полное отсутствие кнопок и пыли-влагозащищенный корпус по классу IP64. Включение происходит при встряхивании насадки. А чтобы ее выключить, необходимо вставить карандаш или другой подобный предмет внутрь насадки на 2 секунды. Питается насадка от встроенного литий-полимерного аккумулятора, который заряжается от USB. Одной зарядки хватает примерно на 2000 выстрелов. Кстати, на рынке производителей трассерных насадок прибыло.
А если конкретнее, то на рынок выходит новый производитель трассерных насадок из Тайваня Armin Lab. Их первая новинка – это суперкомпактная и легкая трассерная насадка Flash Nano Tracer Unit. Ее диаметр всего 27 мм, длина 51 мм, а вес 31 грамм. Внутри стоит литий-ионный аккумулятор, который полностью заряжается от USB за час. Есть режим сохранения энергии. Если насадка находится в неподвижном состоянии, она засыпает и экономит аккумулятор. Включается насадка поворотом колеса на передней части насадки. Степень засветки зеленых шаров смотрите сами. Ценника и когда стартуют продажи пока не сообщается. Кстати, в магазин Airsoft Rus приехала большая поставка трассерных насадок от WuSport. Разного форм-фактора, разных габаритов и даже разных цветов, что может быть интересным для спортивных приводов. Помимо стандартных насадок, которые просто подсвечивают трассерные шары, есть версия с имитацией вспышки. На нее, кстати, есть даже мини-обзор от меня там же на сайте. Еще в Airsoft Rus приехала обновленная ГББ-версия пистолет-пулемета PP2000. В первой партии этих PP от Modify были проблемы с переключателем режимов огня. В этой версии эти проблемы были исправлены. Ну и наконец в Airsoft Rus появилась в наличии Platinum серии MP5 от CIMA. Это те самые MP5 в тактическом обвесе с M-Lock цевьями, телескопическими прикладами и RIS-цевьями. Raptor Airsoft под своим брендом TWI запустили предзаказ на лимитированный Bullpup комплект кочевник для страйкбольных газовых АК от GHK. Как подсказывает Капитан Очевидность, с помощью этого комплекта владельцы смогут сделать Bullpup АК, как на фотках у отечественных спецов. Производитель говорит о том, что произведено будет всего 3 сотни комплектов в двух цветах – черный и песочный. Обещанный ценник $385. Начало отгрузок в июле этого года. LCT показали фото ресиверов и магазинов своей линейки приводов Heckler Koch. Если G3, HK33 и HK53 уже вовсю выпускаются и далеко не новинки, то MP5 от LCT ждут многие. А этими фотками LCT уже открыто говорит о том, что MP5 от LCT быть. Ждем официального анонса готовых приводов, надеемся, он уже будет в этом году. Tagin выпустили уже готовую и собранную ВВД-версию страйкбольного гранатомета ML36. Если вы помните, чтобы раньше получить такой снайперский гранатомет, нужно было отдельно покупать сам гранатомет, стендалон платформу, ВВД-кит и потом все это самостоятельно собирать. Теперь же такой набор можно купить сразу в собранном виде. Бонусом вы получаете крутой кейс для транспортировки. Заказать такой комплект можно в магазине страйкбольной пиротехники Бабахи. Еще Tagin обещали в мае запустить продажи их новой линейки выстрелов на вышибном заряде и механических пусковых устройств Kick Charge. До конца мая осталось совсем ничего, но новостей по этому поводу до сих пор нет. Видимо, все-таки июнь. Компания Laylox под брендом 9Ball запустила в продажу модифицированный внешний ствол для пистолетов на платформе 1911. Это как неподвижный ствол для 1911 от российской мастерской Kuzmin Solution, но более красивый и дорогой, потому что Laylox. Как вы уже догадались, неподвижность внутреннего и внешнего ствола во время стрельбы положительно влияет на точность. В комплекте со стволом от Laylox есть адаптер для установки трассерной насадки или глушителя. Выпускается в черном, сером и золотом вариантах. Ценник на наши деньги примерно 5800 рублей, что в 2 раза дороже российского аналога. Но всегда можно сэкономить. Кстати, для любителей сэкономить тоже есть хорошие новости. На сайте магазина Планета Страйкбола регулярно обновляется раздел «Барахолка», то есть раздел с БУ товарами. Для удобства поиска этот раздел делится на несколько категорий, в которых вы можете найти интересующие вас товары. Например, страйкбольные пушки, форму, различную снарягу, внешние обвесы, детали с разбора и другие товары. В отличие от обычных барахолок с объявлениями частных пользователей, в этом случае вы на 100% застрахованы от кидал и даже получаете общую гарантию на БУ товар с возможностью его возврата. Периодически заходя в этот раздел, вы можете найти уникальные товары, хорошие товары по сниженной цене или видавшие виды товары по очень низкой цене. Попадаются даже новые вещи по цене БУ, что позволяет сэкономить. Ссылку на раздел я оставил в описании, пользуйтесь. Спецна Arms решили сделать собственный чисто страйкбольный ГББ-пистолет, и судя по рендеру, это будет футуристичный глок с улучшенной эргономикой, при этом совместимый с большинством кабур на рынке.
Двусторонние органы управления, магвел и посадочное место под коллиматор, конечно, сразу идут в комплекте. Но где резьба под трассерную насадку? Судя по рендеру, ее там нет. Как вообще в 2021 году можно проектировать страйкбольный пистолет без возможности закрепить на него трассерную насадку? Я не понимаю. Это может показаться удивительным, но НПО АЕК работают над созданием специального привода для спортивного страйкбола и спидсофта под кодовым именем ОКР Колибри. Изначально они выкатили концепт с магазинами АК типа и прикладом на одном уровне с ресивером и стволом. Но, выслушав первичную критику людей в комментариях, уже на следующий день предложили новый концепт с магазинами от ППСР-2М и еще более легким и тонким цевьем, более коротким прикладом с более низкой осью посадки и АКБ в трубе приклада. Разумеется, это далеко не финальный вариант, и судя по диалогу в комментариях, НПО АЕК продолжает искать оптимальный вариант. В любом случае, это очень хорошая новость для спортивного направления страйкбола. Уже этим летом Silverback Airsoft планирует запустить продажи новой спринговой снайперской винтовки TAC-41 в ложе из нейлона. В лучших традициях Silverback сразу в базе мы получим стальные внутренние запчасти, качественный внутренний стволик, фрезерованный хопап с четкой регулировкой, стальную рукоятку взведения из углеродистой стали, возможность быстро поменять пружину без инструментов, а также легкий алюминиевый внешний ствол и ресивер. Вес новинки составляет всего 2,6 кг, обещанный ценник $350. В магазине Airsoft Store масштабное пополнение запчастей от SHS, Maple Leaf, Gardner, KGV, G&G, King Arms и даже ICS. В наличии шестерни, пружины разного номинала, хопапы и все для хопапов, ЦПГ, внутренние стволики, моторы, шайбы и другие мелкие и крупные запасные части. Ссылку на весь каталог я оставил в описании. Блиц новостей. Arcturus анонсировали укороченную страйкбольную версию автомата АК-12. Называется модель АТ-АК-12К. Tokyo Marui таки запустили продажи компактного грингас пистолета M&P Bodyguard 380. StrikeArt в прошлом месяце запустили две новинки. Это ручной страйкбольный гранатомет Пенал и ручной страйкбольный гранатомет Кастет. Стреляют выстрелами Тюльпан и Чекист, разумеется, страйкбольными. Мастерская Bulger Custom готовит к запуску продаж новой камеры хопапа Provin типа для приводов М4 серии. Rotec анонсировали облегченный поршень для газовых карабинов R15 и М4 от VFC с запатентованной магнитной системой запирания клапана. Ориентировочная стоимость $50. SNT анонсировали спринговую страйкбольную версию винтовки Arisaka Type 38. Винтовка построена на основе системы VSR-10. Ложа сделана из дерева, запуск продаж запланирован уже на июнь этого года. Еще SNT запустили страйкбольный пистолет-пулемет Sterling МК-7 AEG. Корпус стальной. В комплекте удлинитель ствола и глушитель. Внезапно есть респланка для установки прицельных приспособлений. Ценник около 29 тысяч рублей. Других новостей у меня на сегодня пока нет. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Евгеньевич. А следующий выпуск я сниму, когда у меня полностью восстановится голос. До скорого!